Шри-Ланка. Большинству эта страна известна богатейшей культурой и историей, вкусным чаем и, конечно же, слонами. Но любой натуралист знает, что здесь скрыта настоящая биологическая Эльдорадо. Остров, разделенный на несколько природных зон, сочетает в себе стандартную фауну индийского субконтинента и уникальных эндемиков, не встречающихся больше нигде в мире. А здешнее биоразнообразие так велико, что охватить его за одну поездку просто невозможно. Тем не менее, мы попытались. И в этом ролике познакомим вас с удивительным животным миром Шри-Ланки. А заодно расскажем, какие факторы угрожают экосистемам острова и как удивительные люди пытаются это предотвратить. Приключение начинается довольно обыденно. Проходим паспортный контроль в аэропорту Коломбо и садимся в машину. Та везет нас в сторону деревни Дамбула, расположенной в самом центре острова у древней крепости Сигирия. Но с ней нам еще предстоит познакомиться. Пока что мы просто вертим головами, высматривая первых лайферов на рисовых полях, восхищаемся тропиками и рассматриваем пассажира, неведомо как оказавшегося с нами в машине муравья-ткача Экофила смарагдина. Портными или ткачами этот вид зовут за постройку хитроумных гнезд из листьев и шелка, выделяемого их же личинками. По прибытии в отель терять времени мы не стали. Заселились и отправились изучать местную фауну, которая, в свою очередь, пристально изучала нас. С уютной террасы, заставленной столиками, открывался отличный вид на окружающий отель изумрудные поля. И по этим полям проходили не только спешащие по делам местные жители. Например, буквально сразу же на глаза попался индийский серый мунго, первый млекопитающий лайфер поездки и один из 4 видов обитающих на острове мангустов. И это несмотря на постоянно доносящуюся с веранды громкую музыку. О, второй. А их там 2? Да? Где второй? Там же вот один пошел за пальму, а второй только что выскочил. Второй, видел второго, кажется. Ну а дальше новая живность посыпалась как из рога изобилия. Явилась целая стайка темелей, чем-то напоминающих ворон с отрицательным IQ. Рядом с ними ловила насекомых с присады зеленая щурка. Птица потрясающе красивая, хоть и обычная для антропогенных ландшафтов Юго-Восточной Азии. А рядом что-то собирал с дерева цейлонский бородастик. Кстати, хотя на Шри-Ланке бородастиков аж 3 вида, из которых 2 эндемики, цейлонским из них называется тот, который встречается и на остальном индийском субконтиненте. Из-под крыши же на нас меланхолично взирала ящерица с названием, подходящим для фильма ужасов – колод-кровосос. Конечно, кровь они не пьют и для человека безвредны. Назвали их так из-за самцов в брачный период, приобретающих ярко-красный цвет. А на нагретое место, где сидел этот красавчик, тут же образовались претенденты. А он заинтересован. А подожди, что увидел там? А нет. Кого-то вежливо хвост поднял. А ну все, совместно это. Общий пляж. Ты пугаешься, дурак. Ой, кого-то что-то не понравилось. Короче, впечатление уже в первый день было выше крыши, и мы поняли, как близко на Шри-Ланке существует человек и природа. Так что, распланировав завтрашний день, мы дождались, пока все вокруг накроет тропическая ночь, наполненная взмахами крыльев летучих лисиц, и, полные предвкушения, отправились спать. Утром мы, не теряя времени, покатили в Сигирию на тук-туке, популярном у местном средстве передвижения, напоминающем кабину от КамАЗа с 3 приделанными к ней колесами. Впрочем, встречались и более необычные транспортные средства, как вам, например, такая шикарная повозка, запряженная горбатыми быками Зебу. Ну а понаблюдать по пути удалось не только за бытом острова. Например, на рисовых полях часто попадались околоводные птицы, собирающие пропитание в чеках. Одними из самых обычных были жесткошейные ибисы. Похожие на помесь удода с аистом и лысым стервятником, они постоянно щупали землю своими изогнутыми как ятаганы клювами и при приближении человека удаляться не спешили. А на более сухих участках попадались цейлонские макаки. Выглядят эти обезьяны так, будто постоянно пытаются перещеголять друг друга в конкурсе на самую дурацкую прическу. Этот товарищ, кажется, в нем тоже участвует. А вот и сама Сигирия, в переводе «львиная скала».
На плато, высящемся примерно на 400 метров над Ланкийской равниной, в V веке нашей эры устроил свою крепость царь Кашьяпа. По преданию, владыке даже пришлось согнать с этой самой скалы злобного демона Ракшаса. А чтобы тот не вернулся на насиженное место, царь приказал построить крепость в виде устрашающего льва. До наших дней здесь сохранились уникальные археологические памятники, вроде фресок с обнаженными наложницами, а вокруг Сигирии раскинулись пруды, дорожки и бескрайние сады. Интересен этот район не только для историков, но и для натуралистов. Особенно много живности у прудов. Вот, например, рыбачит яванский баклан. При нас он устроил целое шоу, гоняясь за какой-то рыбешкой у поверхности, но, к сожалению, сниматься в этот момент отказался. Тем же самым занимались и многочисленные цапли. Более крупные виды предпочитали охотиться с глиняных бортиков искусственных водоемов, а мелочь же довольствовалась кувшинками, в изобилии растущими здесь на воде. Суетящиеся же повсюду певчие птицы и вовсе подталкивают на гениальные наблюдения. О, ты видел, у него жопа красная? А, да. Впрочем, у местных птиц вышеупомянутая красная пятая точка и вовсе, похоже, считается последним риском моды. Вот этот розовобрюхий бюльбюль не даст соврать. А раз уж мы здесь, глупо было не подняться и на саму крепость, хотя в такую жару это занятие не для слабых духом. Зато продолжала попадаться интересная живность. Например, небо над плато облюбовали хищные птицы, браминские коршуны и даже местный подвид сапсана – шахин. Чуть дальше туристов встречают каменные львиные лапы. Когда-то к ним прилагалась еще и голова, из-за чего крепость получила название Львиная скала, но беспощадное время ничего от нее не оставило. Зато вид с вершины до сих пор открывается действительно королевский. Была бы у меня возможность, и я бы тоже с удовольствием устроил здесь дворец. Любовавшись видом, принимаемся спускаться ниже. Спуск, с одной стороны, легче подъема, потому что под горку, с другой стороны, тяжелее, потому что обычно происходит уже в самую жару. А внизу стоит перевести дух и снова видишь живность куда ни посмотри. Вот Катя, например, посмотрела в сторону пары местных лангуров, матери с детенышем. Посмотри, какой у него пузо на самом деле. А? Посмотри, какой у него пузо на самом деле. Так-то. Может, это самка? Кстати. О, детеныш пришел. Да, наверное, это самка. Смотри. Там еще ребенок. А, вот кто эти звуки издавал. Да. А в стороне, куда смотрел я, мы услышали непонятные крики с дерева. Попробуйте угадать, кому те принадлежат. Подозреваю, что не угадали, а это, между прочим, орлы. Ну, точнее, сероголовые орланы-рыболова. Еще один вид местных ихтиофагов, устроивший себе гнездо с видом на богатый рыбой ров. Мы часто находили гнезда этих птиц в поездке, но пронаблюдать за крупным хищником с такого расстояния – это всегда большая удача. К сожалению, на эти самые фрески нас, уставших и простуженных, уже не хватило. Пришлось полюбоваться их копиями в местном ресторане, а затем отправиться на ночную вылазку. И нет, ехали мы не на озеро с многочисленными водоплавающими. Оно было лишь дополнением к главному аттракциону – арборетам и попема. Под сад с флорой сухих равнин Шри-Ланки назван так в честь британского моряка, основавшего его здесь после выхода на пенсию. Сейчас, помимо растений, здесь можно увидеть много интересных животных, на самых клевых из которых организуют специальные ночные прогулки. Знакомьтесь, серый тонкий лори, один из двух видов лори на острове. Это такой мелкий ночной примат. Днем спит где-нибудь в непролазной гуще веток или дупле, а ночью убирается на охоту, подъедая все, что плохо лежит. В ход идут почки растений, крупные беспозвоночные, мелкие позвоночные, яйца птиц и так далее и тому подобное. Передвигается лори с грацией 70-летней разбитой радикулитом старухи, но при этом все равно умудряется постоянно уворачиваться от камеры. Но на следующее утро прямо на веранде отеля обнаружился еще один зверь, мозговзрывающий для жителя средней полосы. Знакомьтесь, бипалий, наземный плоский червь, родственник хорошо знакомых всем аквариумистам планарий.
Это крупное и довольно резвое по меркам червей создание, активный хищник, питающийся улитками и другими мягкотелыми беспозвоночными, которых он пожирает глоткой, выворачивающейся из середины тела. Хотя так и не скажешь, внешне больше всего напоминает помесь акулы молота с мармеладным червячком. На этом с Донбулой мы закончили и отправились дальше, в высокогорные леса. Но прежде чем мы туда попадем, я хочу познакомить вас с удивительным человеком. Знакомьтесь, это Чана Каудая. И начну я с того, что приведу здесь одно небольшое интервью с ним. Кто не знает английского, включайте субтитры Ютуба. මට ගොඩක් අවශ්‍ය වෙලා තිබුණේ වනාන්තරයත් එක්ක බැඳිච්ච ජීවිතයක් ගත කරන්න. ඉතින් මම වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට යන්න උත්සාහ කරා. ඒක හරියගෙන අඩේවන නිලධාරියෙක් විදිහට සේවයට යන්න ගිහිල්ලා සිලෙක්ට් වෙලත් ගියේ නැහැ. හේතුව මට හිතුණා දේශපාලන අධිකාරියත් එක්ක මට කොන්ද කෙලින් තියාගෙන වැඩ කරන්න බැරි වෙයි කියලා. ඇත්තට මට හිතෙනවා දැන් අපි එදා සැලුණා නම් අපිට මේක කරන්න බැරි වෙයි කියලා. සහ අනිත් එක ලංකාවේ ඇත්තට මමත් ඒ වෙලාවේ කලකිරලා හිටියේ ලංකාවේ මේ දේශපාලන තත්ත්වයන් සහ ඒවත් එක්ක මේ අපිට පරිසරය රකින්න එක ගොඩක් අමාරු වෙයි කියලා. හැබැයි එදා මම එහෙම ඉඳලා මම වෙනත් රැකියාවක් කරගෙන මේ ජීවිතේට සමුදුන්නා නම් අද ඇත්තට මම මේ දක්වා කරපු සේවය මට කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. අපිට ජාති ආගම් ભેදයකින් තොරව තමයි පරිසරය පහර දෙන්නේ. සිංහලද මුස්ලිම්ද දෙමළද බර්ගර්ද කියලා බලන්නේ නැහැ පරිසරය පහර දෙන්න ගත්තාම. ඉතින් මට ඉල්ලා සිටින්න තියෙන්නේ ඇත්තටම අපි ඉදිරියේදී අපේ රටේ ඇති වෙන පරිසර ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න නම් අපි දැම්මම අපි හැමදාම කී හිටියාගේ මතු පරපුර දිසා පරිසරය රකින්න නෙවෙයි අපි දැම්මම මේ අද ඉදම්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්න වෙනවා කුමන ආකාරයෙන් හරි Tamanට පුළුවන් විදියට. Однако упомянутый лес в Рунаканде не просто заповедник, а еще и место, где жители Шри-Ланки могут познакомиться с природой родного острова. Здесь находится центр сохранения тропических лесов, поддерживаемый на деньги от приезжающих Чанаки туристов. Здесь проводятся конференции, мастер-классы для студентов-биологов. Сюда приезжают школьники, будущие защитники природы Шри-Ланки и просто неравнодушные люди. Здесь же читаются лекции на темы от разнообразия летучих мышей до палеонтологии и геологии острова. В Рунаканде мы окажемся в следующей части ролика, и поверьте, вы будете в таком же восторге, как и мы. Больше о центре вы можете узнать на его сайте и в группе Facebook, ссылки на которые я оставлю в описании. А мы, услышав обо всем этом, решили, что хотим поддержать эту инициативу, и именно Чанака должен стать нашим гидом по острову. Пока что мы набрали высоту и оказались в горно-лесном заповеднике Наклов. Здесь растет лес того типа, который в научной литературе часто называют эльфийским. Туманный, с низкими кривыми деревьями и совершенно уникальной флорой и фауной. Но чтобы увидеть интересующую нас часть этой самой фауны, следовало дождаться ночи. А пока что мы перекусывали, пополняли свои лайфлисты птицами, которых не встречали в низовьях, и наслаждались совершенно крышесносным закатом, меняющимся каждую секунду как живой.
Как и на любом приличном острове, на Шри-Ланке есть свои эндемики. Они встречаются среди всех групп млекопитающих, рыб, беспозвоночных и так далее, но особенно эндемизм высок среди амфибий. Тех здесь насчитывается около 120 видов, а скорее всего больше, так как многие пока не описаны, и практически все из них эндемичны. Рептилии отстают немногим, и из около 200 видов на острове эндемичны примерно половина. И какая это половина? Забудьте про десятки одинаковых сцинков или скучных серых гекконов. Когда ты видишь эндемика Шри-Ланки, ты сразу понимаешь, перед тобой нечто уникальное. Особенно выделяются ящерицы, многие из которых щеголяют совершенно сногсшибательной окраской, удивительной формы чешуей, рогами и прочими выростами на носу и так далее и тому подобное. К сожалению, экстравагантная внешность приводит к повышенному спросу на них на черных рынках питомцев. Цена за одну особь той же шишконосой агамы, которую вы сейчас видите, может доходить до нескольких тысяч долларов. К счастью, судя по поведению рейнджеров в парках, ланкийцы свое национальное достояние ревностно охраняют. That's the fish. Wow. Но, как бы не были прекрасны рептилии беспозвоночные, все-таки горные леса Шри-Ланки со своими утопающими в постоянных туманах древовидными папоротниками – это царство амфибий. Здесь их можно наблюдать на любой стадии жизненного цикла и в каких-то запредельных количествах. Например, на берегах многочисленных ручьев во множестве попадаются золотоспинные лягушки Гюнтера, чем-то похожие на наших травяных, но тоже являющиеся эндемиками острова. А в самих ручьях же скрываются ланконектесы, тоже уникальные лягушки, очень чувствительные к качеству воды и из-за этого критически угрожаемые. Но самым разнообразным является род ложных веслоногов – Псевдофилаутус. Мне особенно понравился ложный веслоног Мура. Чудесная маленькая лягушечка с яркой голубой подводкой вокруг желтых глаз. Однако, как и все хорошее, вылазка в итоге подошла к концу. Уставшие, но очень довольные, мы возвратились в отель, не подозревая, что прихватили с собой еще одного представителя местной фауны. Какой красивый. Новый питомец у нас. Теперь домой повезем с собой с Шри-Ланки. Тузик, Тузик, иди сюда. Вон мы его уже покормили, он отъелся. Подобрали в лесу, был такой несчастный, голодный. Смотрел на меня умоляющими, что там у него вместо глаз, я не знаю, терморецепторами. Естественно, я его не мог забирать домой. Вот. Так что это маленькое новогоднее чудо. Тузик обрел любящую семью. Ладно, сейчас мы в унитаз смоем, пожалуй, что. Утром нам уже нужно было отправляться дальше, искать другую герпетофауну на другом небольшом участке высокогорного леса. Но перед этим мы успели прогуляться за птицами, посмотрев на еще нескольких симпатичных эндемиков. Сперва мы наткнулись на стайку ланкийских саблеклювых темелей. Правда, в кустах еще стояла предрассветная темень, и съемка больше напоминала поиск черной кошки в темной комнате. А вот золотохохлые бюльбюли оказались куда более сговорчивыми, и после некоторых плясок с бубном все-таки попозировали нам на открытых ветках кустов и деревьев. Эндемичных птиц на Шри-Ланке чуть меньше, чем амфибий и рептилий, всего 36 видов. Зато некоторые из них, включая этого бюльбюля, удостоились чести быть помещенными аж на банкноты острова. Но большую часть здешних пернатых мы все равно видели как-то вот так. Ну и, конечно, виды с вершин тоже не могли оставить равнодушными, особенно когда на долину внизу, меняя очертания, словно живое существо, начало наползать белое туманное облако. А на обратном пути Чанака нашел крохотного детеныша шишконосой агамы. Встречать молодняк вымирающих и просто редких животных всегда приятно, и этот малыш нас очень порадовал, подарив надежду на светлое будущее своего уникального вида. После этого мы временно спустились с гор, отправившись уже в другую часть острова. Иногда останавливались, чтобы полюбоваться достопримечательностями. Например, заглянули на величественную плотину ГЭС Виктория, с которой открывался великолепный вид. Ну а рядом в качестве бонуса обнаружилась пьющая воду прекрасная бабочка – парусник Крина.
той же обочине удалось полюбоваться и другой зверюшкой, только чуть более крупнокалиберной. Кстати, цейлонские слоны в основном не имеют бивней, зато компенсируют это размером, ведь относятся к самому крупному в мире подвиду азиатского слона Elephas maximus maximus. Рисовые поля тоже требовали нашего пристального внимания, ведь там то и дело попадались новые птицы. Караулили добычу на присадах ярчайшие бенгальские сизоворонки, а рядом с ними степенно вышагивали по траве белошейные аисты. Но через некоторое время дорога снова пошла в гору, на нас надвинулся туман, полосы сузились, а движение стало таким, что оставалось только закрыть глаза и молиться всем богам, существующим на этом свете. Это могло означать только одно – мы приближаемся к нашей новой цели – городку Нувара-Элия. Нувара-Элия – это очередная попытка английских колонистов создать маленькую Англию вдали от родины. Порой здесь забываешь, что находишься на Шри-Ланке, и дело не только в европейского вида архитектуре и плантациях инвазивных сосен. Климат тоже соответствует, хоть мы и застали пару солнечных деньков, большую часть времени стоял туман, а ночами температура опускалась до бодрящих плюс 10 градусов. Казалось бы, такие себе условия для герпетофауны, но именно здесь мы встретили едва ли не самых уникальных существ за всю поездку. Как я уже упоминал, значительная часть местных лесов сведена под чайные плантации или замещена инвазивными эвкалиптами и соснами. Животными такие биотопы, как правило, бедны. Нежная фауна высокогорных лесов плохо приспосабливается к изменившемуся микроклимату. Однако там, где исконная растительность восстановлена, рептилии и амфибии тоже процветают. Например, в саду друга Чанаки Чамиры, к которому мы и отправились этой ночью. Конечно же, поиск живности оказался не таким простым занятием, как кажется. Приходилось долго всматриваться в ветви, на которых не было вообще ничего интересного, пока под очередным листом не обнаружилось искомое. Маленький, едва различимый веслоног, плохо определяемый даже по книжке. Короче, лягушки... ладно, кого я обманываю? Нет, конечно, интересные лягушки здесь тоже были. Например, мы впервые познакомились с родом таруга, а ложные веслоноги были представлены совсем другими видами, чем на недавно посещенном нами хребте Наклз. Но основным гвоздем программы все-таки стали ящерицы. Мать, ты дурак совсем? Первой серьезной находкой стал красавец цейлонский кафот, похожий на маленького дракончика. В отличие от кафота хребта Наклз, это был великолепный, яркий и красивый взрослый самец, которому мы так обрадовались, что забыли снять его на видео. А через несколько мгновений из темноты возникло нечто совсем невероятное. Знакомьтесь, Цератофора стодарта, она же рогатая агама или попросту агама-носорог. Как и у родственной шишконосой агамы, оба пола у этого вида щеголяют вычурными придатками на носу. У самок рога чуть покороче, у самцов чуть подлиннее, но зачем они нужны, непонятно. Глобально вид редок, но местами бывает довольно обычен. Наверное, это была моя любимая рептилия поездки. Казалось, перед нами ожившее существо с картины Дали. Когда мы уже думали, что после агам лучше стать не может, на свет из-под случайно перевернутого цветочного горшка была извлечена аспидура шероховатая, первый вид змеи за поездку. Событие очень долгожданное. Это, кстати, тоже эндемик острова, питающаяся в основном дождевыми червями мелкая безвредная змейка. Насладившись ее сверкающей редесцентной чешуей, мы поблагодарили Чамиру, оставили рептилий в покое и с чувством выполненного долга отправились спать. После раннего подъема мы первым делом заглянули в расположенный в центре города парк Виктория. Место это очень популярное среди бердвотчеров, так как здесь встречаются всякие зимующие редкости вроде пегового земляного дрозда. Мы из таких видели только кашмирскую махоловку, но пытать вас ее фоткой я не буду, там совсем позорище. Зато попадались другие, более обычные виды. Например, меня отдельно порадовал чернолобый поползень, которого до этого я видел только мельком в Вьетнаме, а тут смог наблюдать на уровне глаз. А еще из кустов выскочила скрытная славка-портниха. Этот вид называют так, потому что, используя жилы растений как нитку, а свой клюв как иглу, она шьет искусственные гнезда из крупных плотных листьев деревьев. Когда птичья активность немножко подутихла, мы отправились в путь. Поначалу за окном простирались только бесконечные поля с небольшим количеством деревьев, преимущественно инвазивных. Натуралисту ловить тут было нечего. Однако, по мере подъема в гору лес становился все гуще, и мы уже сами не заметили, как оказались в каком-то сказочном царстве. Причудливо перекрученные стволы деревьев были покрыты цветущими эпифитами. Рядом можно было наткнуться на небольшие пруды, столь аккуратные, что не верилось, что их создала дикая природа. И повсюду были цветы. От кувшинок на воде до ярких огоньков диких рододендронов, разбросанных повсюду вокруг. Опылением последних, кстати, была занята еще одна эндемичная птица – ланкийская белоглазка.
Белоглазки — это род небольших певчих птичек, встречающихся практически по всей Юго-Восточной Азии и отличающихся друг от друга примерно ничем. Как понятно из названия, практически все виды рода щеголяют характерным белым кольцом вокруг глаза. На Шри-Ланке встречается два вида, и в этот раз нам попался эндемик. Но куда же мы приехали, спросите вы? А я отвечу, мы попали в нацпарк плато Хортон. Здесь, в окружении лесов, до сих пор сохранились уникальные ланкийские высокогорные равнины. Открытые пространства плато во множестве облюбовали хищные птицы, охотящиеся здесь на грызунов и ящериц. Встречались представители рода с забавным для нас названием база, рыжеватые конюкоиды непонятного вида, судя по всему гималайские курганники. А особенно мы удивились, когда зависшая в небе маленькая точка вдруг оказалась чернокрылым коршуном, видом который я бы скорее ожидал встретить где-нибудь в Северной Африке. В высокой траве и на одиноко стоящих кустах, как правило украшенных цветами, тоже кипела жизнь. С любой доступной верхотуры пространство обозревали пегии чеканы. Больше похожие не на наших обычных чеканов, а на этакую монохромную горехвостку. Тут же кормились плодами и уже хорошо знакомые желтохохлые бюльбюли, на этот раз вообще не боявшиеся человека и спокойно подпускавшие почти вплотную. Ну а рядом с ними, не боясь хищников, грелась на солнышке еще одна местная эндемичная ящерица невероятной красоты – черногубый колод. В середине дня, правда, активность живности поутихла, но это время можно было скоротать, например, прогуливаясь по лесу и разглядывая совершенно психоделические синие грибы на стволах, или любуясь на указатель, так и приглашающий зайти поглубже в чащу и желательно в одиночку. Хотя на самом деле леопарды в Хортон Плейнс скрытные, увидеть их здесь сложно. Да и худосочные туристы их не интересуют, когда есть огромные стада оленей-зомбаров, выходящие каждый вечер попастись на обширных травянистых равнинах. Мы долго смотрели на зомбаров, ожидая, не выйдет ли на них поохотиться леопард, но все тщетно. Компанию оленям составляли разве что павлины, пасущиеся повсюду, в основном почему-то самки, и большеклювые вороны, собирающие с них паразитов. Паразитов, кстати, успешно насобирал еще и я, уже позже в номере отеля обнаружив присосавшегося клеща. Так что будете гулять по Хортон Плейнс, проявляйте осторожность, не забывайте про репелленты и осматривайте себя на предмет кровососов. А мы тем временем покидаем туманные равнины и отправляемся дальше. Сейчас конкретно я занят написанием диплома. В таких условиях я, конечно, диплом еще не писал. Здесь ее сожрут, потому что нас они уже сожрали. Ну что, Катя, ты готова увидеть крокодила? Крокодил здесь наш. Крокодил Крокодил здесь. А еще? Крокодил вот здесь.